Я учился в городе Белосток, это на границе с Белоруссией, буквально в 80 километрах от города Гродно. Я учился в высшей школе финансов и управления города Белостока. Это частное учебное заведение высшее по направлению Business Administration. Город был 250 тысяч человек, 100 тысяч из которых это студенты. Учиться было очень интересно. Это был мой первый опыт обучения на английском языке, в частности. Несмотря на то, что я учился по программе обмена, некоторые предметы, которые я проходил в Белостоке, они были на английском языке, на повторение тех же предметов, что я изучал в Москве. При этом все равно было интересно, потому что развиваешь свою лексику, развиваешь восприятие вообще языка в целом, да, особенно вот в таком техническом плане, в плане бизнеса, в плане управления. Я учился в Московском университете. Мой университет имеет партнерские отношения с вот этим вузом Высшей школы управления в Белостоке. На втором курсе я состоял в студенческом совете, то есть мы организовывали различные мероприятия, различную деятельность внутри вуза. И на одном из внутренних наших корпоративов я познакомился с девушкой, которая руководила отделом отношений с иностранными университетами. И в процессе нашего с ней общения она рассказала, что разыгрывается одна стипендия, возможность поехать на полгода оплачиваемых по программе Erasmus на обучение в, собственно, город Белосток, в университет. Я, будучи относительно бесшабашным, согласился не глядя. Она порекомендовала мне отправить заявку. Нужно было сдать еще также тестирование на знание английского языка. Тестирование я сдал, заявку отправил, с кем нужно поговорил, и вот я в Белостоке. Я учился на английском языке первые полгода. После того, как моя программа обучения закончилась, обмена, мне дали возможность остаться еще на полгода для того, чтобы защитить диплом, но уже на польском языке. Польско-английском, я бы так сказал. За эти полгода я подтянул польский на уровень А2 приблизительно. И, соответственно, некоторые предметы у меня шли на польском языке, а не на английском. Поэтому, когда я защищал диплом, половину я защищал на английском, половину на польском. Я бы сказал, что польский для студента русскоговорящего польский будет непонятным поначалу, потому что ты не понимаешь, как он строится в плане фонетики. Но как только ты начинаешь разбирать конкретные словосочетания, конкретные фразы, конкретные звуки, как они произносятся у нас и какие синонимы, чему аналогичны они в нашем, в русском языке, все становится на свои места, те же самые падежи, те же лица, обращения смешные, забавные. В общем, я бы сказал, что поначалу трудно, потом легко. W Szczebrzeszynie książ brzmi w Trzcinie i Szczebrzeszyn z tego słynie. Я жил в студенческом общежитии. Всего было 4 здания. Альфа, бета, гамма и дельта. Я жил в дельте, в самом крутом из них. Там, соответственно, комнаты были по одному и по два человека. Подешевле было жить вдвоем, поэтому я жил вдвоем с моим другом из Туркменистана. За комнату я давал 450 злотых. Комната, такой небольшой кубик с 2 кроватями, шкаф. Все очень минималистично, но на самом деле в студенческом возрасте ничего больше и не нужно. Резиденция ухоженная, кухня на каждом этаже есть стиральная машина, к сожалению, одна на весь этаж, поэтому расписание там было на неделю вперед, кто когда будет стирать, но учит тебя самостоятельности, учит какой-то ответственности. Комнат меньше, чем желающих. Они все примерно одинаковые, если именно в конкретно этих резиденциях. Некоторые, как обычно бывает, объединяются, потом снимают квартиры. Меня все устраивало, поэтому даже мысли такой не возникало. Я жил с парнем из Туркменистана, его звали Иззат. Он был очень крутым, он сам из Туркменистана, учился в Турции и вот приехал по обмену в Польшу. В общем, тоже такой путешественник, мы с ним очень много где были вместе и так далее. У нас там такая очень дружная, хорошая компания собралась. На одном только моем этаже жили ребята из Турции, из Испании, из Италии, из Словении, моя хорошая подруга из Германии. Также много, конечно же, из-за близости с Белоруссией ребят оттуда, и, конечно, из Украины. Университет не очень большой, всего 300-400 человек, наверное, там обучаются, но относительно профессиональный. То есть учителя не халтурили, но, конечно же, они учитывали, что мы приехали по обмену. Ребята, с которыми я был, в основном они были турки, у них были проблемы с английским языком, поэтому, конечно, материал давался, возможно, не так же, как, предположим, в каких-нибудь англоязычных странах, но при этом все равно все остались довольны и какие-то знания дополучили.
Каждый наш вечер заканчивался тем, что мы приходили к кому-нибудь в комнату или собирались на кухне, ели, готовили, пили, общались, практиковали языки, потом ехали в какие-то заведения, клубы, бары. Ну, в общем, насыщенно организовывали программу, но могу сказать, что ее приходилось организовывать, то есть самим. Никто за нами там не бегал, кто-то приезжал, сидел в комнате все полгода и потом ехал обратно. Наверное, опыт у них был не такой увлекательный, как у меня. В Польше плохая водка, но очень хорошие настойки. Я могу порекомендовать две. Одна — это Соплица, и вторая — это Жуантковка. Замечательные просто напитки, они такие больше как настойки, алкогольные, но то, что нужно, если поедете в Польшу, то обязательно привезите в качестве презента, можно даже мне. А в Польше вообще дорогой алкоголь? Нет, довольно дешевый. Плюс можно, если покупаешь бутылки пивные, то вот можно их обратно сдавать за 50 грошей. Это 50 копеечек местных. 50 грошей стоит, одна бутылочка, ты ее обратно сдаешь, и как бы следующее пиво тебе идет в подарок. У нас не было столовки прям университетской. Была какая-то кафешка при ней. Там было дороговато, поэтому мы все готовили всегда сами. Ну, плюс всегда увлекательный процесс, когда готовишь вместе с кем-то других национальностей. Они готовят свои блюда, ты готовишь свои. Я помню, как мы устраивали вечер русской кухни, я приготовил для них борщ. Мы приготовили с моей подругой борщ и селедку под шубой. Было популярно готовить самим. На каждом этаже была кухня, 8 комфорок. Можно было спокойно себе прийти, приготовить. Особенно этим увлекались ребята из Китая, которые привозили огромные чаны с рисом. Ставили его, готовили, и потом всей общагой вместе из одной плахи ели. Да, к студентам по обмену относятся очень благосклонно, все понимают, что они приехали в основном развеяться, да, попутешествовать, поэтому, конечно же, на предметы нужно было ходить, но учителя могли пойти навстречу, если, предположим, куда-то уехали в путешествие или по уважительной причине в четверг вечером пошли в какой-то клуб. Я не придумал, я просто приходил и пытался рассказать, как все было на самом деле. Учителя понимали. Они прикидываются дурачками. Они прикидываются, что они не понимают английского языка, не понимают, что от них хотят, и потом довольные уходят, когда им все проставляют. Да, было комфортно, потому что со мной были как ребята русскоговорящие, так и те, кто, в принципе, не говорили на русском языке. Довольно круто было познакомиться с ребятами, допустим, из Непала. Абсолютно другая культура, абсолютно другое отношение вообще к жизни. И те моменты, которые, допустим, волновали нас в тот момент, да, какие-то путешествия или, предположим, тусовки или походы куда-то, их больше волновали походы по музеям, да, предположим, походы на природу, то же самое, что было довольно странно, потому что город не такой большой, не так много музеев, но мне кажется, за эти полгода они его знали вдоль и поперек, а вот ездить куда-то они особо не любили. К русским отношение нормальное, особенно если ведут себя как адекватные русские. Если понимаешь, что ты находишься в чужой стране и с уважением относишься к культуре, особенно если ты учишь хоть какие-то базовые слова, фразы, конструкции, то отношение вполне нормальное, никакой ксенофобии я не заметил. По крайней мере, по отношению к себе. Вот у испанцев, как только я говорил, что я из России, сразу реакция только одна. Да где балалайка, доставай водку и пойдем танцевать. Так и было, к сожалению. Ну вы знаете, эти русские. С молочкой все очень неплохо. С продуктами дела неплохо, особенно, да, потому что нет никаких санкций, не наложено на Польшу, поэтому итальянские сыры, французские вина и так далее. Все самое лучшее и вкусное. Да, бывало. Некоторые знали, кого-то уже обучили до меня, но это было одно из первых, чему просили научить на русском языке. Нет бы там «привет», «пока», но нет. В большинстве случаев мы на выходных или там пятницу, четверг мы куда-то выбирались на какие-то студенческие мероприятия, либо в клубы, бары, то есть там было довольно много. Вообще вот именно алкогольная культура в Польше и в Белостоке очень развита, и там очень много разных таких заведений, куда можно прийти и так цивильно, иногда не цивильно отдохнуть. Часто мы просто оставались в резиденции, готовили себе еду, брали какого-то вина и просто сидели, общались, танцевали. Довольно весело было всегда.
Владивосток город маленький, метро там нет, к сожалению. Поэтому мы ездили на автобусе. У нас прямо от резиденции садишься на автобус, доезжаешь за 15 минут до нашего университета. Он располагался, плюс-минус в центре. Машин ни у кого не было, естественно. Никто даже в аренду не брал. Когда мы путешествовали куда-то, да, то это обычно дешевые какие-то билеты вроде Wizz Air или Ryanair, да, то есть такие самые дешевые компании, лоукостеры. Очень бюджетно выходило. Я, например, во время своего Евротрипа я из Будапешта в Милан долетел за 10 евро в одну сторону. Обратно было подороже. Я бы сказал, что вообще девчонки, в принципе, в Польше красивые, но они очень часто за собой не ухаживают, так как, допустим, в России. Парни ужасные просто в Польше, все лысые, бритые, крупные качки такие, очень неприятные на вид. Польша заняла первое место в рейтинге самых некрасивых лиц по мужской части. Вот, поэтому это надо принять во внимание. Где-то такие рейтинги. Да, так и есть. Да, я так скажу, что, допустим, я до этого никогда не жил отдельно, за исключением каких-то там поездок в лагеря в детстве и так далее. Это был мой первый опыт полноценного такого проживания самому, и он мне позволил понять, что, в принципе, я способен на это, да, когда за тобой никто не бегает, когда тебе нужно самому решать сложившиеся проблемы. Закончился вид на жительство, тебе нужно самому пойти, подать все документы, сделать переводы и так далее, да, то есть все это ты берешь на себя. Продлить страховку, предположим, заплатить за интернет, заплатить за мобильный, заплатить за общежитие, то же самое. Решить какие-то вопросы, если, предположим, проблемы возникают с твоим нахождением в Польше и так далее. Поэтому это мне позволило вырасти в первую очередь как личность, наверное, самостоятельность какую-то обрести. И во-вторых, мои отношения с родителями, с близкими стали лучше. Потому что если до этого я жил, когда ты находишься постоянно с человеком в одном помещении, так сказать, возникают конфликтные ситуации и не всегда они хорошо заканчиваются, даже если вы никакого негатива друг к другу не испытываете. Когда я, допустим, уехал, я стал гораздо чаще общаться с бабушкой, с мамой, с сестрой. То есть мы с ними созванивались, делились тем, что я, допустим, переживал в такие моменты. Ушла напряженность в наших отношениях после того, как я начал жить один. Я начал с большим уважением относиться к своим родственникам, к маме, к бабушке. Я бы сказал, что масс-маркет тот же самый, Zara, Pull&Bear, но у них есть несколько магазинов, которые у нас закрыли. River Island, да, допустим, то есть я помню, я был у нас в Москве на закрытии, думал, никогда больше его не увижу, а нет. После того, как я продлил свое пребывание в Польше, я устроился на работу. Я работал в ресторане помощником на кухне по 14 часов каждый день, практически без выходных. И это мне заменяло, мне кажется, весь спорт, потому что работа связана, во-первых, с активными телодвижениями. Пошел туда. Во-вторых, не было времени лежать. Работать можно. Без польского устроиться практически невозможно, да, то есть к моменту моего устройства на работу я практически не знал польского, максимум там уровень А1, А2. Для всех студентов в Польше, приезжих, организуются бесплатные курсы языковые по польскому языку, и на них можно записаться, но эти курсы без реальной практики, особенно когда у тебя учеба, общение, все идет на английском языке, довольно трудно находить применение полученным знаниям. Они больше такие, как комплексные, да, то есть накладывают какой-то фундамент. Меня по знакомству, я там попробовал пробиться, нашел место на помощи на кухне. Мне платили ниже МРОТа, так сказать. Вообще, конечно, я работал там нелегально, но при этом это были хоть какие-то деньги, и ставка была почасовая, поэтому можно было зарабатывать хоть сколько-то. Я работал в заведении, мне платили 7 злотых в час. На тот момент было 105 рублей, да, если не ошибаюсь, за час работы. Минимальная оплата вообще, в принципе, по Польше это 11 злотых на тот момент была, поэтому мне платили существенно ниже, но я не жаловался, меня все устраивало. Плюс я общался с коллегами на польском языке. За 3 месяца работы, то есть я свободно заговорил, теперь на любые темы практически могу разговаривать. Заработать можно. Работая как я, можно заработать 2500 злотых за месяц работы. Если студент, да, который уже знает польский язык, то есть они находили работу и 10, и 9 злотых за час. Запомнились люди, наверное, потому что, живя в России, живя в обществе людей, которые готовы
принимать окружающую вокруг их ситуацию, плыть, так сказать, по течению, ты сам потихонечку к этому привыкаешь, к тому, что так и должно быть. Закончил школу, пошел в университет, закончил университет, пошел работать на нелюбимой работе, и так, собственно, и живешь до конца своих дней. Люди же там, которых я встретил, как бы это могло не показаться странным, оказались абсолютно другими, то есть это были такие светлые, мыслящие, оптимистичные, целеориентированные люди, которые готовы были пойти на многие уступки, себя в чем-то ограничить, но лишь бы достичь той цели, которую они поставили. Да, то есть там были ребята, которые отбирались из конкурса на 2000 человек, да, там, на, к примеру, 150 мест. И как они рассказывали истории, что им пришлось сделать, чтобы сюда приехать, конечно, на меня это произвело большое впечатление. Также запомнилось, конечно, очень дешевое путешествие. То, что тебе не нужно тратить целое состояние для того, чтобы приехать в Европу. Ты сам уже живешь в Европе. И ты можешь взять на выходные поехать в Варшаву, на выходные поехать в Краков, взять самолет, полететь во Францию, в Германию, куда угодно. Все в шаговой доступности, относительно, конечно. И если есть желание, можно найти очень хорошие предложения. Для студентов, в принципе, очень много создано специальных сервисов, которые облегчают жизнь и помогают им наслаждаться своими студенческими годами. Мне очень понравился Вроцлав. Это такой маленький уютный городок, абсолютно, кажется, нетронутый цивилизацией, но при этом очень развитый в плане каких-то технологий. Допустим, там можно расплачиваться Apple Pay. Для меня это уже было большой плюс, потому что во время путешествия по Италии, предположим, для меня был шок, что я приходил в магазин, хотел оплатить что-то с Apple Pay, с телефона, а на меня смотрели как на какого-то сумасшедшего. Зачем ты свой телефон достаешь? Дай наличку или дай карту. Самое главное, что у них в терминале есть возможность оплатить картой, есть возможность оплатить телефоном, то есть даже есть надпись, но он не хочет даже подумать о том, что есть такая возможность, что я оплачу телефоном и что-то сработает. Так что всем рекомендую Вроцлав для посещения. Варшава, несмотря на то, что это столица, она была практически полностью уничтожена во время Второй мировой войны, и когда ее восстанавливали, уже делали по современным каким-то основам, несмотря на то, что там есть старый город. Честно, на меня не произвело, допустим, такого же большого впечатления, как Вроцлав или Краков. Шокировало меня в Польше то, что у них стандарт, то, что молодые люди живут до 30-35 лет со своими родителями. Большая часть молодых людей там, они инфантильные, ни к чему не стремящиеся, то есть такие очень консервативные, можно сказать, учатся, и потом продолжают жить со своими родителями. Для меня это, конечно, было открытие, потому что у нас вроде как считается нормой, что в 22-23 уже пора съезжать. Да, на самом деле, не могу сказать, что меня что-то отталкивало. Польша в плане менталитета, мне кажется, похожая на нас страна. Ничего отталкивающего не было. Во-первых, я когда ехал в Польшу, я специально для себя не строил вообще никаких планов. То есть у меня не было никаких ожиданий. Я даже не знал, в какое учебное заведение еду. Я не связывался со студентами, я ничего не узнавал. Мне просто хотелось попасть в такое приключение, если можно сказать, и уже на месте разбираться по ходу дела со всеми вытекающими. То, что ожидают российские студенты от учебы, это не всегда то, что происходит на самом деле. Наверное, большую часть работы приходится выполнять дома. То есть лекции, они, да, обычно в одностороннем формате. Семинары — это больше как проверка выполненных работ, обсуждение полученных результатов. Для меня, допустим, было необычным то, что настолько много работы на семинарах оставляется для домашнего выполнения, и поэтому очень много студентов не могли перестроиться, да, не могли себя заставить, допустим, дома выполнять те самые задания. Нет, у них очень большое потребление алкоголя. Они практически не занимаются спортом, по крайней мере, вот на моей памяти, и довольно много курят. То есть поляки не спортивная нация, это точно.
Для всех студентов обязательно посещение ювеналии. Это 3-дневный или 4-дневный праздник, когда все студенты после окончания занятий готовятся к сессии. 3 или 4 дня практически нет никаких правил для студентов. Они могут делать все, что захотят. Очень-очень интересные и странные вещи творятся. Везде организовываются концерты, фестивали. То есть студенты собираются большими группами и все вместе отмечают ближайшее начало сессии. Это не то, как у нас отмечают закрытие сессии, у них отмечают конец занятий и близлежащую сессию. В этот момент, допустим, у нас рядом с общежитиями была огромная поляна, гектар, наверное, земли, и весь он был забит студентами, которые отмечали, пили, ели, готовили шашлычки, веселились, и так продолжалось 3 дня. Так как мы жили рядом, там всю ночь играла музыка очень громкая, поэтому обязательно к посещению для всех студентов. Если не ошибаюсь, в конце мая. Первое, это, наверное, не строить каких-то ожиданий, потому что по приезду все будет не так, как, скорее всего, ожидали. Второе, это быть готовым к новым каким-то переживаниям, к новым вещам, не закрываться, не пытаться как-то всего этого отгородиться, потому что такая пора, как обучение вообще за рубежом, это уникальная возможность, которая вряд ли еще когда повторится. Поэтому надо пробовать все возможности, которые предоставляются, ими надо пользоваться. И третье, это, наверное, путешествовать. Обязательно надо куда-то слетать, желательно несколько раз, не сидеть в своем городе, не сидеть в университете. Путешествовать, повторюсь, довольно бюджетно. Не нужно быть миллионером для того, чтобы объездить Европу. Нет. У нас экзамены принимали довольно просто, за исключением тех предметов, когда нужно было сдавать на польском. Когда я защищал диплом, предположим, у меня оставался один хвост, и преподаватель отказывался принимать его на английском, потому что он плохо им владел, и заставил меня подготовить материал на польском языке. А, к сожалению, в тот момент мой уровень был еще далек от идеального, поэтому очень сильно я намучился с этим. Сильно не отличается. Единственное, у них существует такая система, которая называется ЕЦТС. Те, кто учились за рубежом, в принципе, они знают. За каждый предмет тебе начисляется определенное количество баллов, этих самых ЕЦТС. То есть, допустим, экономика может быть 3 балла, международные отношения 4 балла, да, допустим, бизнес 5 баллов. По итогу сданного экзамена тебе ставят оценку от самой плохой до 5. У них также есть дробные, то есть 4,5, предположим, и так далее. У них стандартная система получения ЕЦТС, то есть если ты сдал экзамен на любую оценку выше 2, то тебе в твой диплом идут вот эти ЕЦТС. И уже рядом с ЕЦТС идет оценка, которую ты получил. И по факту можно сдавать все там буквально на 3, не обязательно иметь отличную успеваемость, потому что вне зависимости от твоей оценки тебе все равно начислят одинаковое количество баллов. Средний балл важен только для тех, кто хочет дальше продолжать обучение. Для всех остальных оценка вообще не важна. Поэтому большинство поляков просто забивают на учебу, если можно так сказать. Был преподаватель, если не ошибаюсь, были международные отношения, который заставлял меня на польском делать ему большую презентацию своего бизнес-проекта, который мог бы привлечь международную аудиторию. Сделать его на английском было трудно довольно, а потом делать его перевод на польский так вообще невозможно. Слава богу, у меня были друзья, которые помогли мне с переводом, которые помогли мне с оформлением, поставили мое произношение, чтобы он хотя бы мог понимать то, о чем я говорю. И в целом сдал я его неплохо. Наверное, единственный проблемный преподаватель, который был. Первое – контроль финансов. Второе – это тайм-менеджмент. И третье – попытки избавиться от стереотипов о России и о русских. Это было самое трудное. Проблем со здоровьем у меня во время моего пребывания не было, ничего не болело, а что болело, я лечил в России по приезду. Также для оформления карточки резидент нужно обязательно медицинское страхование. Поэтому страховка у меня была на крайний случай, но повезло, что к ней прибегнуть не нужно было. Если честно, я не могу сказать, что я хвастался, потому что скажи человеку из России, что ты едешь учиться в Польшу, наверное, он не оценит такой перспективы, вот если Америка или Канада, но на самом деле люди просто не знают, что они упускают. Сильно я не хвастался, люди сами заметили изменения во мне потом, и я думаю, что им самим стало завидно.
Да, конечно, то есть у меня есть много друзей, которые френданы на Фейсбуке, слежу за их успехами. Сосед мой по комнате, Изи, он начал встречаться с моей подругой Дафной, немкой. Так что скоро станет владельцем паспорта Европейского Союза. Я за него очень рад. Со всеми продолжаем общаться. У нас есть группа в WhatsApp. Да, иногда мы поздравляем друг друга с праздниками, планируем совместные поездки куда-то, так что контакты не бросаем. В Польшу возил лекарства, потому что там они были довольно дорогие. Все остальное можно было купить на месте. Увозил из Польши всякие алкогольные напитки. Из-за того, что я не строил никаких ожиданий, у меня не было никаких страхов. Я, если честно, знал, что все будет хорошо, потому что я парень довольно контактный, если что, из разных ситуаций умею выкручиваться. Но на самом деле все сложилось даже лучше, чем вообще можно было себе представить. Во время учебы я познакомился с руководительницей международного отдела в моем университете. Она, собственно, и по факту отвечала за мою программу обучения, программу обмена. И она мне сказала, что есть возможность поехать на оплачиваемую стажировку. По той же самой программе Erasmus можно поехать на 2 месяца. Единственное, мне нужно было самому найти компанию и сферу, то, чем я бы хотел заниматься. Я люблю работать с детьми, я люблю образование, к тому моменту уже полюбил международное образование, поэтому мне захотелось именно в этой сфере попробовать что-то найти. Изначально хотел поехать на Туманный Альбион, но, к сожалению, туда нужна была виза, поэтому я подумал, где бы я хотел еще провести лето, и выбор пал на Италию. Италия мне всегда тоже привлекала в плане своей культуры, в плане архитектуры, в плане людей тех же самых. Я разослал около сотен, наверное, резюме в разные компании. И вот одна из них, это филиал как раз-таки Erasmus, частная такая компания небольшая, ответили мне положительно. Они занимались тем, что студентов по обмену из других стран, вроде Польши, вроде Болгарии, брали к себе в Италию на месяц, на 2 и показывали им, как устроено сельское хозяйство. Натуральное сельское хозяйство, без каких-то ГМО, без добавок. Я поехал туда на 2 месяца. Также стажировка была полностью оплачиваемая. Мне платили в районе 650 евро за месяц. Когда я подавался на эту работу, мне организовали интервью с руководительницей офиса, которая, когда собеседовала, спросила меня, какие языки я знаю. К тому моменту я свободно говорил на польском, на русском, на английском, о чем я ей, собственно, успешно сказал. Она говорит: все, ты нам подходишь, приезжай. Я подписал все документы, отправил их на рассмотрение, мне все подтвердили, заплатили деньги. Я приезжаю в Италию, и мне говорят, что у меня будет группа из 20 болгар. Я говорю, к сожалению, болгарского языка я не знаю, но никого это, собственно, особо не трогало. Мне пришлось выучить еще немножечко болгарского за неделю подготовки. На самом деле отличная стажировка. Плюс обучение за рубежом в том, что у тебя есть возможности не только учиться, у тебя есть возможности еще стажироваться, искать какие-то предложения помимо учебы, возможно, волонтерство, возможно, какие-то практики.